Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад, да, на вашего молодого человека. Давайте посмотрим на ваши отношения, да, на чувства, что в его мыслях. Сделаем на две позиции. Пока выбирайте. 1, 2. Если что, видео ставьте на паузу. Так, ну а мы давайте начнем с единичек. Двоечки пока подождут. Так, по сигнификации, что у нас с мужчиной? Что вижу, очень огненный, любит себя показывать, да, очень страстный, очень чувственный, при этом, знаете, обожает играться с чужими чувствами, да, с чужими эмоциями, очень любвеобилен, да, любит и свои чувства дарить, да, и принимать их. А здесь, знаете, мужчина очень свободен в плане выбора женщин, в плане отношений и чувств. Да, он скорее приверженец, ну вот знаете, новомодных свободных отношений, вот что-то так можно даже сказать, да, судя по сигнификации. При этом не скажу, что он сильный такой вот материалист, да, не особо любит денежку зарабатывать, да, он больше по веселью и по тому, чтобы за ним скорее ухаживали, нежели он будет за кем-то ухаживать. Так, что же он думает о вас? Так. Ну, знаете, надеты розовые очки, конечно, на нем. Мечтает, что нашел ключ к вашему сердцу, да, что вы будете с ним, да, что он сможет жить свою, скажем так, ну, жизнь, которую он выбрал, да, такую вот свободолюбивую, вместе с вами, что вы не будете против его увлечений, что вы не будете против того, что он, к примеру, да, будет и с другой женщиной, да, либо будет делать комплименты, да, в общем, все, что касается именно свободных таких вот отношений. И здесь, конечно, он, знаете, считает, что вы очень легкомысленная еще женщина, да, то есть как бы не обидеть. Но здесь действительно у него в мыслях присутствует такая вещь, что он вас считает именно вот легкомысленной, что можно еще вам что-то вот вложить, да, в голову, и вы будете, по сути, этому верить, да, без какой-либо проверки. И здесь, конечно, это играет только на руку данному мужчине. Так, что же ему нравится в вас? Давайте посмотрим. Ну, как бы это странно не звучало, ему безумно нравится, что вы при деньгах, понимаете? Что вы и на работу ходите, и отложенные средства есть, да, и что вы, в принципе, знаете, чем заняться. И ему нравятся и ваши подарочки, что вы можете его угостить чем-либо, да, то есть он такой вот мужчина, который считает, что это самое такое вот важное, да. То есть, ну, если честно, больше он похож на такого, ну, альфонса, что ли, да, который пользуется просто денежными благами и дает вот свою любовь, да, вот так вот можно выразиться. При этом здесь карта еще вот тоже говорит повторение, да, ему безумно нравится ваша вот эта легкость, да, и то, что вам можно, по сути, соврать, и вы не поймете, что вам соврали, понимаете, то есть ему это безумно нравится, и он этим пользуется. То есть на самом деле про него можно сказать, что он такой большой обманщик, по сути, потому что здесь ему нравятся только ваши денежки,
нравится вас обманывать, да, то есть, но про сами чувства, да, ни слова не говорится. Так, что же его раздражает вас? Давайте посмотрим. Ну, раздражает то, что вы просите его о слишком многих вещах, да, ну, для него, по крайней мере, так кажется, что эти вещи являются чем-то таким своеобразным. А при этом его раздражает, что вы хотите, чтобы его внимание было только на вас, казалось бы, да, то есть в отношениях так и должно быть, но мужчина настолько свободолюбив, что не может себе этого позволить, да, и, конечно же, раздражает, когда вы не даете ему нужную сумму. То есть здесь, как ни крути, а все равно выходит вот эта материальная сторона, да, к сожалению, и она вот все перекрывает. То есть на самом деле мужчина такое ощущение обманывает вас ради ваших денег, ради какого-то благополучия именно денежного. Причем он эти деньги не заработал. Так, что же он хочет? Да, главный такой тоже вопрос от вас. Вы знаете, есть у него такой мастер-план по вашему захвату, да, и здесь он хочет повиновения, да, повиновения, чтобы вы разрешали ему и с другими гулять, чтобы вы деньги ему давали, и в принципе, чтобы у вас был именно свободное, по сути, отношение, вот как, собственно, в сигнификации и было у данного мужчины. Здесь, честно скажу, он не рассчитывает на какую-то прям уж на такую вот справедливость, да, он хочет, вот, чтобы чаша весов все-таки в его сторону повернулась, да, и чтобы он действительно управлял, по сути, контролировал всю ситуацию и именно вас. То есть здесь мужчина просто пользователь, ничего больше, честно вам скажу, не вижу с его стороны любви никакой. Здесь просто вы, по сути, извините, что так скажу, да, одна из многих женщин, с которыми он как бы сосуществует, понимаете? То есть, ну, просто мужчина живет ради себя, пользуясь другими женщинами. То есть, к сожалению, это так. Так, что будет дальше? Дальше он пропадет. Просто будет пауза. Не скажу, что он поставил точку, да, поставит. Он просто пропадет, будет взята пауза, да, в ваших отношениях. При этом не с вашей стороны, да, это сделает именно мужчина. Вы будете ему и писать, вы будете его ждать, да, а ответа не будет. И, честно вам скажу, здесь, ну, мужчина это сделает специально, да, чтобы подогреть интерес к своей персоне, чтобы действительно как-то вы по нему соскучились, да, либо даже сделали ему какое-то такое вот пожертвование, да, скажем так, его персоне, чтобы только он вернулся. Но это все будет одной сплошной манипуляцией. Поэтому, к сожалению, это так. Ожидайте такой вот паузы. Совет. Ну, видите, сразу разрушаем отношения, да, этот мужчина вам совершенно не нужен. Вы жаждете семьи, вы жаждете детей, жаждете теплоты, да, вот теплоты, чувств. Но это не тот мужчина, это не те отношения. Вы просто попали в ловушку, понимаете? Это ловушка, из-за того, что вы хотите быть любимой, да, из-за того, что вы одиноки, вы, к сожалению, в нее попали. Подобного рода мужчины ее действительно чувствуют, такое состояние души, да, и они вот берут и прям цепляются, не отпускают и вот начинают прям забирать все больше и больше. Поэтому здесь думать-то особо и не надо вам, честно. Как можно быстрее нужно просто выйти из данных отношений, чтобы попросту пустить, да, более стоящее и действительно хорошего мужчину в свою жизнь.
это, думаю, стоит именно забыть, скорее воспринять как опыт, да, и просто уйти, да, от данного мужчины. Поэтому действительно желаю вам избавиться от такого не очень хорошего человека. Ну а мы давайте переходим к двоечкам. Сейчас мы это все уберем. Так, двоечки. Смотрим вас. Что у нас по мужчине? Хочет семьи, сразу видно. Семейный человек, при этом очень терпеливый, честный, да. Бывает, умеет, конечно, манипулировать, но в большей степени во благо, скажем так, всем, да, на себе не зацикливается. При этом есть у него такие вот небольшие зависимости, да, может и покурить, и выпить, да, и как-то повеселиться, то есть падок на вот такие вещи, скажем так, но не злоупотребляет ими все равно, да, то есть держит себя в руках, при этом, если вот отдыхать, то отдыхать. Еще по сигнификации, знаете, можно сказать, что данный мужчина, он довольно добрый, да, довольно добрый, и все-таки есть вот в нем такая вот жертвенность, готов отдать что-то свое, да, во благо действительно другого человека. Так, что же он думает о вас? Знаете, иногда чувствуют, что вы очень одиноки, да, что он не додает вам любви, честно вам скажу. А здесь, опять же, в мыслях еще, да, влюбленность очень сильная прямо кроется довольно глубоко в его сердце, да. Здесь, опять же, вот эта вся любовь, чувства, эмоции. То есть, на самом деле, мужчина в вас попросту влюблен и хочет как-то помочь вам выбраться из вот этого одиночества. Да, здесь больше вот карта выпала, скорее про вас, да, что вы довольно часто чувствуете себя одиноко, как-то не в своей тарелке, вот можно так сказать, да, какой-то вот тяжелый у вас период, и попросту данный мужчина пытается вам помочь, да, то есть он не зря, по сути, появился, старается привести ваше состояние в порядок. Так, что же ему нравится у вас? Ему нравится ваша строгость, да, что вы не готовы дать себе в обиду, да, что вы знаете, чего хотите, что вы очень творческая натура, да, что действительно данный мужчина может и являться для вас, да, музой, как-то вот сподвигнуть вас, сделать что-то творческое, да, ему это действительно нравится. При этом, что вы не зациклены на материальной стороне жизни, да, сильно уж. И здесь вы больше, вот знаете, такая вот легкая женщина. Ему это безумно нравится, и он это очень ценит, да. Но при этом за этой легкостью, да, если брать вас, скрывается действительно такая характерная женщина, которая действительно и знает, чего хочет, и умеет добиваться целей, да, но все-таки хочет быть действительно любимой, чтобы за ней, по сути, поухаживали. Так, что же ему не нравится? Ну, здесь, знаете, недопонимание, да, вот как выразить. Мужчина пытается, получает довольно мало от вас взамен, да. Он держит себя, опять же, в руках, не предлагает лишнего, да, но он ждет ответной реакции, да. Вы настолько хладнокровны, что вы ее попросту не даете, да, и его это вот прям раздражает, он не знает, как себя вести, не знает, что со всем этим делать, понимаете. Он вам открывает свое сердце, а вы как бы, ну, не даете ему, ну, совершенно ничего взамен, по крайней мере, вот его это раздражает, он так
считает, понимаете. То есть здесь на самом деле эту ситуацию надо, конечно, исправить, немножко изменить, потому что мужчина, вижу, держит себя в руках, да, повторюсь, но находится на таком, знаете, на пределе, да, чтобы как-то не высказать лишнего, да, как-то не сорваться, не уйти в паузу. То есть здесь действительно в этой черте он хочет быть с вами, но из-за того, что вы его не впускаете, да, в свою жизнь полностью, и многие вещи ему о чувствах не рассказываете, да и в принципе о жизни, он с трудом это действительно переживает попросту. Так, что же он хочет от вас? Ну, чтобы вы его впустили, да, чтобы он прекратил искать эту дверь, да, куда ему действительно можно войти. Поэтому он ищет легкости действительно в вас, да, чтобы вы ему подсказали попросту, как выйти на более такие правильные отношения, что ему нужно сделать. Да просто, если честно, ждет такого диалога, разговора, да, и так можно. Поэтому здесь также тоже такая вещь вышла, чтобы вы побольше на него обращали внимание. Да, вижу, что вы много работаете, да, именно в творчестве, но он хочет, чтобы вы все-таки его как-то замечали. То есть здесь на самом деле идет холод очень сильно от вас, да, повторюсь, нежели от данного мужчины. Он наоборот как-то пытается, да, такой добряк, скажем так, да, не напирает, терпит, ждет, да, но из-за холода и все знаете, может рушиться и либо никуда не двигаться. В вашем случае действительно ваши отношения, они по сути никуда не двигаются, понимаете, просто все застопорилось и есть как оно есть, да, но ни вправо, ни влево, никуда оно не идет, понимаете. Так, давайте посмотрим, что он будет делать дальше. Двойственная ситуация, знаете, такой вход и выход, даже не знаю, как сказать, да, здесь у него огромные чувства к вам, понимаете. Он продолжит добиваться вас, он будет постоянно вам намекать, да, на более серьезные отношения, на то, что давай поговорим, да, продумаем будущее. Вообще захочет понять, нравится ли он вам, понимаете, потому что все идет к тому, что будет такой серьезный разговор, где он и в своих чувствах будет прям говорить вам, ну как так, я же тебя люблю, давай будем вместе и прочее. Но из-за вашей холодности, посмотрите, оно может все действительно разрушиться, потому что все-таки, как бы мужчина не любил, здесь, если его постоянно отвергать, да, либо быть холодной, да, то, конечно, мужчина попросту подавит в себе эту любовь, какой бы она ни была. Поэтому здесь будет этот серьезный такой разговор, и к нему нужно все-таки вам, в частности, подготовиться, да, поскольку для себя стоит понять, любите ли вы этого человека, не любите ли и готовы ли вы, в принципе, к отношениям, понимаете, то есть в будущем выбор вам предстоит. Совет. Ну, по совету вообще Вселенная, если честно, сказала, что этот мужчина, вам вообще повезло с ним, да, пришел он в нужный период, вижу, что вы очень травмированы душевно, да, сердечко ваше болит, находится прям все в шрамах, скажем так. И по совету, чтобы выйти в эту лучшую жизнь, да, которая действительно возможна, которая она уже стоит на пороге, да, но вы ее не впускаете, вам просто нужно сделать такой волевой рывок, просто прыгнуть в бездну, да, не побоюсь этого слова, и эта бездна является данный мужчина.
Понимаете, вот как говорят карты. Вы боитесь, я вижу, да. Были и прошлые отношения не очень удачные, да, и в принципе вы почему-то считаете себя недостойной, да, какого-либо мужчины, либо же любви, да, но это не так. Это не так, да, Вселенная вам намекает, дает вам шанс, вот пришел добрый, очень хороший такой мужчина, да, и здесь попробуйте прыгнуть в бездну, да, спросите себя вот такой вопрос, а что вы теряете? По сути, это ничего, понимаете, то есть самое страшное, вижу, вы уже пережили, и чего бояться, да, ну, попробуйте, откройтесь данному мужчине, да, не хотите полностью, начните с малого, да, и действительно сама Вселенная вам покажет, на что способны данные отношения, на что способен данный мужчина, поэтому дерзайте, да, попробуйте прыгнуть действительно в эту бездну, и думаю, у вас все получится. Как-то так. Ну, у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, советы вам обязательно помогут. Да. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комменты. Буду всем очень сильно рад. Также не забывайте, что я есть в других соцсетях. Да, все ссылки находятся в описании под этим роликом. Я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.